Добрый день, друзья! Вы меня очень часто в последнее время просите рассказать и показать, что такое омоложение орхидеи. Можно это рассказать буквально в двух словах. Для меня такого понятия, как омоложение орхидеи, практически не существует. Если вы правильно ухаживаете за своей орхидеей, то омоложение орхидеи ей не нужно. И вот почему. Я поставила две орхидеи и покажу на их примере, почему это не нужно. Если вы, конечно же, не пересаживали свою орхидею в течение 8 лет, то ей что-то понадобится. Но ей понадобится прежде всего пересадка. И, как правило, при любой пересадке мы делаем небольшое омоложение орхидеи. Что же это в конечном итоге значит? Вот смотрите, вот это у меня орхидейка, ее мне отдали 5 лет назад. Она у меня была посажена сначала в кору, капризничала, потом стояла просто в воде, капризничала. Ну, в общем, капризничала как могла. Где-то 1,5 года назад я ее пересадила вот в этот горшок в керамзит, просто в чистый, по-моему, в чистый керамзит, она у меня в чистом керамзите. И, о счастье, эта орхидея вдруг начала пускать несметное количество корней и с этой стороны. И с этой стороны. Все корни уходят в горшок. И начала цвести. В этом году летом она цвела у меня буквально первый раз. У нее белые цветы прямо с мою ладонь. Вот сейчас она выпустила следующий цветонос. И прошло, сейчас я вам скажу, она цвела у меня летом. То есть сейчас зима, цветонос уже стоит. Что она делает? Она выпускает, вот сейчас она выпускает очень много корней. Отсушивает листики. Ну, такая особенность у орхидеи. Вот она начинает сушить потихонечку. Причем не отсушивает так, чтобы там раз и за неделю отпал листик. Вот с таким листиком оно может стоять очень долго. И потихонечку его отсушивать. Я поливаю ее сейчас еще с микроэлементами, потому что это могут быть еще моменты хлороза. То есть что-то ей не хватает за 5 лет ее капризов. И вот такую орхидею после цветения я могу как бы пересадить, омолодить. И знаете почему? В горшке наверняка большое количество корней. Сейчас я вам покажу. Корней у нее очень много. Нет, она у меня посажена с пеностеклом, кстати. Не просто в керамзит, а там еще есть небольшая прослоечка пеностекла. Корней очень много. Верхние корни тоже хотят уйти в горшок. А сама орхидея, основание этой орхидеи уже находится выше грунта. Вот поэтому, когда она отцветет, ее можно просто пересадить. Конечно, в горшке найдутся какие-то гнилые корни. Почему это происходит? Я вам всегда рассказываю, что корень у орхидей, впрочем, как и лист, они живут от полугода до 3 лет. И если орхидея выпускает новые корни, вполне возможно, что старые корни ей уже не то что не нужны, а они уже отработали свой срок, который они были нужны орхидеи. И тогда они начинают пропадать. И вот при такой пересадке я убираю старые корни, и если там, вы знаете, что стволик у орхидеи бывает до дна горшка, потому что она листики отсушивает, и остается стволик. И вот этот стволик я тоже убираю. И когда вы делаете это, ну хотя бы раз в 3 года, вот это и будет являться омоложением орхидеи, когда у нее здесь много новых корней, а те старые вы убираете. Вот это и есть омоложение орхидеи. И мне всегда часто задают вопрос, почему вы такую маленькую орхидейку показываете, которая у вас прожила уже 16 лет? Да все по той же причине. Когда-то, вот она, кстати, она уже, еще день, и она распустит свой бутончик. Она тоже зацветает у меня. А у этой орхидеи вообще особенность, она все время засушивает листья. Вот этот, кстати, желтый лист, вот он, она его засушивает, по другой причине,
потому что ну, здесь очень интересное явление такое. Вот старый цветонос, который у нее был весной. Вот он. А новый цветонос она дала буквально рядышком. Сейчас вот с этой стороны, наверное, будет лучше видно. Вот он рядом. И вот здесь видно, что новым цветоносом и старым она просто порвала лист. А так как у листа посередине получилась рваная дырка, это не рана, это именно дырка. Потому что орхидея, она... Здесь ничего нет гнилого. В тот момент, когда она прорывала, видимо, потихонечку не появилась открытой раны, и туда ничего не попало. Она просто от того, что у нее здесь это все нарушено, она просто засушивает этот листик. Так ей надо. Она так всегда делает. И эта орхидея всегда, выпуская следующий новый лист, всегда засушивает какой-то старый лист. Да, вот у этой орхидеи у меня прямо... По-моему, лет 5 назад получилось омоложение. Она росла в горшке, у нее тоже было огромное количество корней. И тут я себе подумала, а почему бы не пересадить ее в больший горшок? Когда я вытащила это все из горшка, у нее оказались корни коричневые. Вот такие же, как листик. Я купила большой горшок, пересадила. И что орхидея сразу сделала? Вот ей это не нужно было, а молодых корней у нее не было. Ей это все не нужно было. Она с теми корнями жила как-то себе и жила потихонечку. И в тот момент, когда я пересадила, она моментально сгноила все эти корни. А новых корней, еще раз говорю, нет. И вот здесь мне пришлось просто наращивать ей корни. И в тот момент у меня не было никакого Максима. Я просто поставила ее в воду. Но я вам как-то рассказывала, ссылочку оставлю. Строго ей там в какой-то 2 года назад строго ей сказала, что если не выпустишь корни, выброшу. Она выпустила корни. И вот она уже почти... Мы сажали с вами ее, по-моему, прошлой осенью. Я показывала вам, как я ее пересадила. Или октябрь-ноябрь. Ну, тоже ссылочку оставлю, посмотрите. Мы ее пересадили, больше я ее не трогала. Вот ей сейчас никакой пересадки, омоложения не требуется. Давайте посмотрим, что в горшке. Вот она растит корешки. Ее пересаживать и даже переваливать просто рано. Вот она такая. И в свои 16, а даже я думаю, что ей значительно больше лет, мне-то ее подарили цветущую. Я думаю, что ей там 17-18 лет уже. Она выглядит как молодая, только что купленная орхидея. Поэтому омоложение может быть разное. Но все-таки давайте я вам сейчас возьму вот такой цветок у меня есть. Выглядит он довольно-таки маленьким. Это пират. Но у пирата здесь вот эту кочерышку сухую, ее уже видно из грунта. Вот она, торчит из грунта. Корней у него много воздушных корней. И растит он уже корни вот отсюда. То есть его просто пора пересадить. И вот сейчас мы на примере этой пересадки посмотрим, какой у него образовался стволик. Будет ли это омоложение или будет это пересадка-перевалка. Ну вот, скорее всего, там будет какая-то кочерышка, которую, возможно, будет обрезать, и будут какие-то корни, которые уже закончили свою жизнь. И вполне возможно, что сгнили. Так что давайте вот эту мы разберем, и на ее примере, но это практически будет и омоложение, и пересадка. Смотрим, что тут у нас в горшке. Корни сухие, я его не поливала давно. Он у меня стоял на подоконнике в светлом месте, поэтому водоросли присутствуют. Вот тут видно гнилые корешки. Давайте просто его... Вот с керамзитом все просто. Его очень просто вытащить. Посажен был и в керамзит, в пеностекло, и даже я сюда еще сверху перлит насыпала. И даже у нас здесь присутствует уголек. Наверное, 1,5 года назад я сажала и с угольком, и с пеностеклом. Сейчас перешла просто на чистый керамзит.
Давайте смотреть. Вот она, длинная кочерышка. Сейчас все высыпем. Было удобно смотреть. Что-то, корешки к чему-то приросли. Это я отрывать не буду. Так вместе с этим и посажу. Что мы здесь можем сделать? Мы можем убрать вот сухие корешки. Вот они даже ломкие. Ну, сейчас у меня здесь все вообще сухое. Поэтому не люблю сухие корни, но показываю вам. Есть вот такие маленькие засохшие корни. Есть вот такие кончики корней, которые тоже нам не нужны. Вот есть старые корешки, действительно, которые уже сгнили даже. Так, вот есть еще. Ну, то есть просто снимаются даже корни такие вот. Веломенчик гнилой, он просто снимается. Сказать, чтобы здесь все так плохо, так нет. Не все так плохо. Сейчас как бы добраться до этой кочерышки. Вот от кочерышки, вот они, корни, которые заканчивают свою жизнь. Вот так они сгнивают. У них сгнивает не только веломен, но и тяж, который находится внутри корня. Он тоже становится черный, коричневый, он уже не живой. Вот такие корешки мы обязательно обрезаем. Просто туда нужно вовнутрь зайти для того, чтобы найти вот эти старые-старые корни, которые орхидеи уже не нужны. Так, еще один вижу корешок такой же. Вот он. Так, еще с другой стороны виден корень. Это сухой кусочек. Со всех сторон кручу, потому что корешки гнилые, и тут новые корни прямо приросли к этой кочерышке. Как же вам так повернуть, показать, чтобы вам видно было? Ну, вот такая, вот она, от основания до конца. Вот это так называемая кочерышка, вот она. Вот где она заканчивается. Видите, вот этот черненький кусочек. Вот этот черненький кусочек, на котором нет уже никаких корней, это просто приросли тут рядышком. Это корни, которые идут сверху, просто они здесь ее охватили. Вот этот черный конец этой кочерышки, его и нужно обрезать. Он орхидее уже не нужен. Здесь нет цветовых почек. Отсюда ничего уже не будет расти. Корней отсюда не будет. И вот эта часть уже орхидеи не нужна. И обычно ее нужно отрезать до первого живого корня. Так все срослось, так все неудобно. Чтобы найти тут первый этот живой корень. Так, вот еще нашла сухой. Наверное, будет вот так видно. Вот этот корень у нее еще живой. По этому, до этого корня, видно? Это я спрашиваю в камеру, видно или не видно? Я и обрезаю эту кочерышку. Очень хочется не сломать вот этот молодой корень. Вот сейчас, подождите, сейчас я разберу здесь, если у меня получится, чтобы вам было именно видно. Вот, вот, дошли мы до этого. Вот сейчас, наверное, будет видно. Ох, вот мы с вами обрезали вот такую кочерышку. Вот она черная. Для того, чтобы... Вот здесь еще есть живое место. Для того, чтобы вот эти вот какие-то черные тут
немножечко подгнивает она, немножко, никакого действия не оказывает. Ну, мало ли, если ее не просушивать, эти корни, то действие, конечно, она окажет, если она начнет гнить. Но я-то корни просушиваю, вы видите, что они сухие очень. Может эта гниль по стволику и пройти. Вот для этого делается так называемое или омоложение, или пересадка. Обязательно живое место, до которого мы дорезали, нужно обработать или перекисью водорода, или углем толченым, или корицей. В общем, обеззаразить это место и дать обязательно подсохнуть. Потом, смотрите, когда мы убираем старые листики, на стволике остаются вот такие чешуйки. Мы эти просто чешуйки убираем пинцетиком. Но если бы сейчас была она вся влажненькая у меня, эти бы чешуйки убирались значительно быстрее. Это вот все корешочки так ее тут охватывают. В общем, все вот это зачищаем. Не люблю я это слово зачищаем, просто убираем. Там еще нашлись сухие корешки, сейчас тоже обрежу. Маленькие сухие корешки, которые, может быть, начали расти, может быть, не начали расти. Ну, высохли. Даже веломин высох. Вот так все. Вот эти все старые чешуйки от листиков убираем. У нее здесь и корешочки вот еще растут. Вот совсем молоденький корешок. Вы мне сейчас скажете, а вот здесь черные пятна на орхидее, может быть, она там что-то не так с ней. Вы знаете, это она начала растить корешки. Здесь начала расти корешки и просто прорывала листики. Поэтому здесь образовались такие черные пятнышки. Если вдруг у вас есть такие черные пятнышки, и вы боитесь, чтобы это не было гниль, обработайте просто неразбавленным фитоловинчиком. Я никогда не лезу, не зачищаю, не вырезаю. Орхидея прекрасно жила с этими черными пятнами, так что ничего здесь плохого не произойдет. Если не будете ее заливать, если начнете заливать, сгниют и корни, и все эти черные пятна пойдут в рост. Так. Ну, вот мы все зачистили. Все убрали, вернее. Все сделали. Так, теперь старый горшок был явно для нее маловат. Я хочу посадить в другой горшочек. Вообще орхидею пересаживают когда? Подбирают горшок, чтобы входили все корни. Мы всегда горшок для орхидеи подбираем по размеру корней. Вот в этот горшок она входит просто идеально. И корни, и ее можно посадить чуть глубже. То есть не насыпать до самого верха, а чуть глубже. И по мере того, как она будет... Сейчас вот что... По мере того, как она будет
расти, выращивать новые листики, а старые отсушивать, просто подсыпать сюда керамзитик. И тогда она у нас года 3 прекрасно проживет в этом горшочке. Теперь то, что касается воздушных корней. У нее воздушных корней много. Вот такой корень воздушный я помещу в горшок. Хотя здесь есть и слом, но я этот корешок, вот он сейчас не раскукленный, я его помещаю в горшочек. Потом, вот есть еще вот такой корешок, но он, ну вот видите, он в руках отломился. То есть у него уже и тяж сухой, поэтому его можно обрезать. Ну, обрезать он отломился сам. Теперь то, что касается еще каких-то воздушных корней. Вот этот обрежу, потому что кончик тут тоже не рабочий. Мнение о том, что если корни выросли воздушные, а вы их в горшок опустили, все, они там умрут. Нет, какое-то количество воздушных корней можно опустить в горшок. Если они маленькие, они все равно туда будут прорастать. Можно. Какое-то количество нужно обязательно орхидеи оставить. Если у нее есть эти воздушные корни. Вот такое специально туда засовывать в горшок не нужно, потому что и петля останется. Все-таки орхидея растит же эти корни. Они ей обязательно нужны. Она живет в природе с воздушными корнями. Но говорить о том, что те воздушные корни, которые мы поместили в горшок, они сейчас быстро-быстро умрут, на моей практике такого нет. И знаете почему? Потому что я очень хорошо просушиваю корни. Вы видели, что я сейчас достала орхидею, вот она у нас стоит совершенно сухими корнями. И если вы поместите какое-то количество воздушных корней в горшок и будете поливать ее с просушками, эти корни воздушные точно так же приспособятся к влажной среде. Потихонечку, с просушками, с поливами. Все будет точно так же. Но все я никогда туда не помещаю. Если они, конечно, есть. А у меня есть орхидеи, у которых огромное количество, борода целая из корней. Я вам ее тоже где-то, по-моему, недавно показывала. Ну, в общем, вот так мы посадим эту орхидею. Я уже не буду сюда ни пеностекло, ни уголь добавлять. Я просто, как всегда, засыплю керамзитом. Вот так я пересадила орхидейку. Керамзит у меня был влажный, корни у орхидеи сухие, поэтому через пару дней я ее просто полью, как всегда. Что можно еще сказать о омоложении орхидеи? Омоложение – это та же пересадка. Если вы будете каждые 3 года, ну, за 3 года, если вы содержите орхидею в коре, кора разлагается. В керамзите нет, но в керамзите растут тоже хорошо орхидеи, поэтому они наращивают большое количество корней, а старые, естественно, у них отмирают. Если вы по мере роста орхидеи будете орхидеи просто пересаживать, но пересаживать нужно обязательно вот с такими живыми растущими корнями, то как таковое омоложение орхидеи вам не понадобится. А если вы возьмете старую орхидею, а у нее все равно нет раскупленных и живых растущих корней, то это омоложение будет проходить еще и с реанимацией. Поэтому не затягивайте с пересадкой, не растите орхидею 8 лет, а потом начинать ее пересаживать. Нет, все это нужно делать планово. Поэтому мне очень сложно вам показать что-то, прямо настоящее омоложение. Нет, я просто ухаживаю регулярно за своими орхидеями, пересаживаю их по мере того, как они растут. И делаю это, вот особый упор, только с живыми корнями, живыми растущими. Поэтому в такой момент, когда у нее есть растущие корни, но вы видели, что в горшке тоже их очень много, орхидея такие пересадки, перевалки и омоложения переносит очень-очень легко.
И я вам желаю, чтобы ваши орхидеи 8, 10, 20-летние выглядели также молодо, свежо и всегда были цветущими. Ухаживайте за орхидеями правильно. До новых встреч! Увидимся на канале!